Опа, вот это я понимаю. Такой чемоданчик, а? Вот это да! Ну, вот это комплектик, так уж комплектик. Понятное дело, что главное у нас это часы, но мы к ним чуть позже вернемся. Здесь. Так. Так. А, вот здесь у нас указано, что это ракета-кашалот, сертификат происхождения металла, что безель часов изготовлен из титановых элементов силовой конструкции подводной лодки «Кашалот» проекта 971 «Щука». Официальный сертификат. Дальше у нас идет гарантийная карточка, да? Да, гарантийная карточка ракета. А что здесь? А здесь второй ремешочек. Второй кожаный ремешочек в классическом ракетовском стиле. Классный, в хозяйстве пригодится, потому что базовый у нас идет ремешок каучук. Ну и, конечно же, вот это вот для всех, кто в детстве собирал модельки, это прям вообще бомбическая тема. Всем привет, с вами Дэн и новая ракета сегодня. И сначала пару слов про историю. В 2020 году вышли часы ракета «Подводник Леопард». Ссылка на мое видео в описании к этому ролику. Это была лимитка. Безель часов был сделан из частей корпуса подлодки. Эти часы быстро разобрали. И теперь они, ну как обычно, продаются на вторичке с огромной наценкой. И вот у нас конец 2023 года. И ракета выпускает новую модель «Подводник». При этом сразу будут доступны две версии. Лимитированная «Подводник-кашалот» с металлом с подводной лодки и нелимитированная версия. Ну и давайте мы с вами уже, конечно же, коробочку открыли, но, конечно, нужно познакомиться с этими часами более детально. Если вы хотите сразу вот такое первое впечатление, то, конечно, эта модель отличается от предыдущей. Здесь есть уже некоторые другие такие вот нотки по дизайну, хотя в целом общая идея, она, конечно, сохраняется. И, разумеется, элементы дизайна, они вдохновлялись элементами подводной лодки. Например, стрелки. Дизайн часовых стрелок был вдохновлен стрелками на панелях управления подводной лодки. Механизм здесь ракета 24-часовой с автоподзаводом, калибр ракета 26-24А. И, как я уже сказал, здесь 24 часа отображается на циферблате, то есть не 2 раза стрелка проходит за сутки по 12, а 1 раз 24. Почему? Потому что, как заявляет ракета, это необходимо подводникам для определения времени суток во время длительных погружений. И это действительно удобно. К этой разметке нужно привыкнуть, но когда к ней привыкаешь, вот я могу сказать на своем опыте, это очень даже удобно и в повседневной носке. Понятно, что здесь есть яркое люминесцентное покрытие, потому что нужно, естественно, в условиях темноты подводной лодки смотреть. Здесь также есть интересный такой нюанс на самом циферблате по разметке. Это 6 секций, красные и синие. Они делят циферблат по периметру на 6 частей, по 4 часа каждая. Ну, это чтобы члены экипажа могли следить за вахтами и сменами. И вот я сразу могу сказать, что вот эти секторы, они по-другому сделаны, в отличие от предыдущей модели. Здесь также по-другому воспринимается корпус, и, возможно, он сильно доработан. Да, безель здесь в данном случае то же самое сделан из корпуса подводной лодки, естественно, другой. Но много нюансов, отличий. Я даже, наверное, на этом не буду заострять внимание. И, кстати, сделали, как в ракете нулевка, рубин, который внутри заводной головки. Это, конечно, круто. Ну и что касается отличий двух моделей. В принципе, два главных отличия. Конечно, в лимитированной модели есть вот этот обод, да, безель из части подводной лодки. В обычной, так скажем, в кавычках, модели такого нет. И также они немножко отличаются по циферблату. Подводная лодка здесь у отметки 0 или 24 часа.
У модели не лимитированной она в отметке 6 часов, ну и также здесь указано К322 кашелот, да, и у модели не лимитированной, опять же, такой вот надписи нет. В остальном, понятное дело, что по комплекту, конечно же, эти часы сильно отличаются. В базовой нелимитированной модели у нас подводные лодки макета и вот этого огромного чемоданчика, даже, можно сказать, такой ядерного чемоданчика в комплекте тоже нет. Потому что у нас лимитка это 500 штук, которые, я думаю, разлетятся максимально быстро. Но все зависит от того, как быстро ракета будет производить эти 500 штук физически. Вот, и здесь, да, значит, безель модели изготовлен из титановых элементов силовой конструкции атомной подводной лодки К-322, которая была заложена 5 сентября 1986 года. И металл официально передан часовому заводу «Ракета» Амурским судостроительным заводом. Здесь у нас, видите, уже другой судостроительный завод. Ну и подводник кашелот, эта версия, да, она только в составе коллекционного набора. Здесь и сертификат, да, по металлу, и макет подводной лодки в масштабе 1:450. И также, что касается цен, конечно же, для вас это немаловажно. Что касается моделей подводник из постоянной коллекции, то они стоят 150 тысяч рублей. Лимитка с набором стоит 230 тысяч рублей. Ну и по механизму, напомню, значит, здесь 18 тысяч полуколебаний в час, 40 часов запас хода и 24 камня. Ну и автоподзавод у этой модели есть. Конечно же, ротор Невские волны. Ручная работа, и в данном случае он такой вот цвета морской волны, очень красивый оттенок. Но ракета любит и умеет работать с роторами, чтобы сделать их яркими, разнообразными и такими, знаете ли, впечатляющими. Что касается стекол, то сапфировое сверху, минеральное сзади, 200 метров водозащиты, то есть можно погружаться с аквалангом в этих часах. Суперлюминова на метках и стрелках, заводная головка завинчивается. И, как я говорил, здесь два ремешка. Силиконовый по умолчанию идет, и в коллекционном наборе есть дополнительный кожаный ремешок. Ну, по характеристикам все, да не все. У нас еще, конечно же, есть немаловажный фактор, а именно это размеры. И по корпусу 44, ну, это мужские часы. По высоте немало будет, 14,7. По ремешку, я думаю, 22. 22 от ушка до ушка. Ушки здесь достаточно длинные, почти 51. Поэтому, конечно, лучше, что называется, учитывать свои габариты. И эти часы лучше всего, конечно, примерить в одном из бутиков ракеты. Мое запястье 18,5. Здесь посадка очень даже приятная, потому что ушки у нас, видите, достаточно резко так загибаются вниз. Ремешок каучуковый, а значит, что на каучуковом ремешке всегда очень приятная посадка, потому что он облегает запястье, ну и, в общем, с этим никогда сложности нет. Это кожаный ремешок иногда нужно подразносить, а с такого плана ремешком, конечно, здесь все удобно. Мне нравится каучук, мне нравится, как он сделан у ракеты, очень здорово на самом деле. Мягкий, с прошивкой, кстати, здесь прострочка идет тканевая, плюс есть тканевая вставка, плюс прострочка, да, нитками в тон нашим секторам на циферблате. Слушайте, ну ремешок классный, один из лучших, наверное, ремешков, которые я встречал вот такого плана. Они, конечно, явно летние, зимой может быть не очень приятно, но в этом комплекте есть еще кожаный ремень, как раз на зиму его можно использовать. Да, я так вижу, все-таки здесь корпус несколько другой, массивный все равно, да, с высоким рантом. Рант высокий обусловлен в том числе тем, что здесь металл применяется. Пухлая задняя крышка, это опять же характерно для ракеты. Заводной головкой пользоваться удобно, она достаточно крупная. Давайте сейчас немножечко передвинем стрелки, чтобы у нас циферблат и логотип ракета был посерединочке. Такой четкий, уверенный ход. И, конечно, вот эти две разные стрелки, которые, опять же, сделаны как приборы, да, на подводной лодке, они очень хорошо читаются. Но я думаю, что все-таки к этому циферблату нужно немножечко привыкнуть, потому что, так или иначе, здесь разметка, да, она привлекает на себя внимание, она разноцветная.
И не всегда, может быть, не при каждом, вот, особенно если под разным углом освещения, эти стрелки хорошо считываются. Этот момент обязательно учитывайте. Но здесь так же, как и 24 часа разметка, да, нужно просто к этому делу привыкнуть. Но стрелки прикольные, стрелки такие, которых ни у кого нет. Циферблат объемный, потому что, во-первых, стрелки массивные, во-вторых, у нас, конечно же, скошенный внутренний рант, на котором есть минутная разметка, и на котором есть и логотип, да, подводной лодки, надписи. И мне еще нравится вот интересный нюанс. Здесь у этого скошенного безеля в самом-самом крайнем положении мы видим вот эти секторы, покрашенные синим и красным. И они как бы чуть-чуть вот заходят за скелетонированную часть циферблата. То есть у нас получается вот эта подложка цветная, а дальше идет скелетонированный циферблат. И при этом еще у нас секторы прокрашены на самом цифере. Сделано интересно. Сложно. Сложно и объемно. И эти часы очень хорошо воспринимаются именно как объемные. И благодаря тому, что стекло здесь абсолютно плоское, они кажутся, ну, не совсем такой эффект, да, отсутствия стекла, потому что здесь нет внешнего антиблика. Понятно, что часы, они такие для использования сурового, поэтому внешний антиблик здесь не стали делать. Но есть вот небольшой такой эффект ощущения отсутствия стекла. Это прикольно, мне нравится. Корпус, как я уже говорил, достаточно массивный, при этом здесь чередуется и сатинирование, и зеркальная полировка. Ну, зеркальная полировка по граням ушек. И сами по себе ушки, смотрите, они достаточно сложные. То есть идет вот эта вот грань, да, зеркальной полировки, сверху идет сатинирование, боковая часть скошенная и по корпусу, и по обоим ушкам. И дальше там располагается уже ремешок. Интересное решение. Плюс еще вот здесь такая срезанная грань, крайняя грань у ушек. За счет этого ушки еще короче получается, еще быстрее обрубаются вниз. Ну и как мы с вами посмотрели, уже посадка здесь великолепная. Есть система быстрой замены ремешка. Ремешок брендирован, здесь ракета, бакли ракета. Ну, здесь застежка, она стандартная для ракеты. Задняя крышка. К сожалению, не указан конкретный номер, 1 из 500, поэтому вот те, кто хотел бы увидеть номер, выбитый на корпусе, здесь этого нет. Ну и основные характеристики здесь указаны, плюс, конечно же, прозрачная задняя крышка, и здесь вот можно посмотреть на этот прекрасный ротор и калибр ракета. Что касается веса, по весу у нас получается... Но они тяжеленькие, 117,7 граммов. И это, я вам напомню, на силиконовом ремешке. Ну что ж, посмотрим макро. Но я вам хочу сказать, что вот эти часы это образец. То есть это не те модели, которые уже финальные и пойдут покупателям. Поэтому здесь какие-то, возможно, определенные косячки есть. Я их, правда, не вижу, но мало ли что кто-то из вас заметит. В общем, это... такая демо-версия, можно сказать. Да, объемный циферблат. Здесь все матовое, скелетонированные цифры. Безель такой очень-очень объемный, внутренний, с надписями. Ну и наружная часть абсолютно матовая по безелю. А дальше уже идет корпус. Заводная головка с рубином. Ну и, конечно, задняя крышка. Ну что, вот такой он подводник, и мне нравится, что ракета продолжает эту историю, и при этом каждый раз не только меняется надпись, да, другая подводная лодка, но и несколько меняется дизайн, повышается качество и добавляются определенные фишки, такие как, например, рубин, да, у нас в заводной головке. Очень потрясающий комплект, если мы говорим про лимитированную версию. И по поводу коммерческого успеха, я думаю, здесь говорить даже, наверное, не о чем, потому что последние все модели ракеты, ну, по крайней мере, те, о которых мне известно, разлетаются как горячие пирожки, потом выставляются с огромной наценкой. И это, наверное, коммерческая часть отдельная. Да. Если мы говорим про конкретно эти часы, конечно, они потрясающе сделаны. И комплект здесь весьма и весьма интересный. Хотя, с другой стороны, вы можете достаточно прилично сэкономить и взять базовую модель
и она при этом принципиально не отличается от лимитированной, то есть здесь важно понимать, да, берете часы на каждый день, в принципе, можно взять базовую. Если вы больше как коллекционер это берете с каким-то вот элементом исторического наследия, то, в принципе, можно попробовать взять и лимитку. При этом дизайн достаточно специфический. Если говорить о прикладном назначении этих часов, то они, конечно же, тоже специфические. Но, опять же, у нас исторически Россия – это такая страна подводных лодок, поэтому, я думаю, целевая аудитория здесь разнообразная. Это и военные, и разработчики, и любители истории, и, конечно же, поклонники российских часов, и, в частности, ракеты. Поэтому здесь ракета снова, очевидно, угадала. Часы получились интересными, часы получились такими продолжающими эту линию ракеты, которую она выбрала. И я думаю, что именно вот такую модель все ждали, потому что надо сказать, что 23-й год, он получился у ракеты достаточно разнообразным. То есть были модели, которые публика массово не очень приняла. Ну, вы все знаете, про какие модели я говорю. Поэтому вот завершить ударно 2023 год вот такими, наверное, максимально правильными часами, это прям здорово. Ну что ж, на этом у меня все. Пишите, как вам новинка от ракеты, какие ракеты у вас есть в коллекции и чего вы ждете от завода в 2024 году. Всем пока, с вами был Дэн, увидимся.